скрип приоткрытой двери. 20 мая 2019, 20:55. Алексей Мартынов. Политолог, директор Международного института новейших государств. На днях на совещании министров иностранных дел Совета Европы, СЕО, не путать с Европейским Союзом, ЕС, определили в публичной декларации, что все страны, участницы ОСИ должны иметь равные права и участвовать в работе организации. Не то чтобы бином Ньютона, но все-таки. Также по теме. На равных условиях, каким может быть возвращение России в ПАСЕ, Комитет министров Совета Европы принял заявление о равенстве всех делегаций и таким образом фактически предоставил России возможность. Как объяснили позже некоторые участники встречи, речь в первую очередь идет о полноценном восстановлении российской делегации в работе ПАСЕ и других органов СЕ. Напомним, что российская делегация была лишена права голоса и российское членство в этой международной континентальной организации было ущемлено после известных событий в марте 2014 года, когда Крым вернулся в родную гавань, Россию. Заняв принципиальную позицию, российская сторона перестала оформлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила выплату членских взносов в Совет Европы. Последнее обстоятельство серьезно подкосило бюджет этой организации. Россия была самым крупным донором СЕО. Очевидно, последнее обстоятельство и сподвигло европейских министров на такой поворот к российским коллегам. Голод не тетка. По итогам саммита глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил в СМИ о достижении договоренности, что Россия остается в ПАСЕ. Решать тут, безусловно, будет не германский МИД, а российский парламент. И точно на наших условиях, с гарантией неповторения подобных эксцессов пятилетней давности. И, конечно, о возвращении российской делегации в ПАСЕ говорит преждевременно. Тут справедливости ради стоит отметить, что не все европейцы так благодушно настроены на возобновление получения российских взносов в СЕ. К примеру, президентесса Эстонии Кёрсти Кальюлайд высказалась против возвращения к партнерству с Россией. А ее министр обороны Юрий Луик и вовсе был шокирован предоставлением России прав в ПАСЕ, так как дальше на повестку могут вынести снятие антироссийских санкций. Определенная логика в опасениях эстонского министра есть. Российский сенатор Алексей Пушков в своих соцсетях также прокомментировал эти события. В этом скрытая политическая интрига борьбы вокруг восстановления прав делегации России в ПАСЕ. Если их восстановят, то может обрушиться монолитный фронт сторонников санкций в Европе. Не случайно санкции ПАСЕ были приняты в то же время, что и первые санкции ЕС, в апреле 2014 года. Правда, голос Эстонии утонул в хоре европейских тяжеловесов. Без России им бюджет этой старейшей европейской организации не осилить. И представляется, что дело не только в бюджете Совета Европы. Вообще, за 5 лет европейские страны понесли серьезные убытки от так называемой санкционной политики в отношении России, а эти усилия не привели ни к одной из заявленных целей. Российский Крым динамично развивается и без участия европейских экономических агентов. А Россия продолжает наращивать свой суверенитет. Конечно, Россия не стремится к самоизоляции при условии твердых гарантий, вполне может вернуться к полноценной работе в международных организациях. Сейчас идет поиск красивого решения, которое позволит России не поступиться принципами и вернуться в ПАСЕ. Как заметил глава Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий, ПАСЕ – это площадка, которую мы в угоду нашим стратегическим друзьям на Западе терять не будем. В Комитете министров Совета Европы нашли красивое и изящное решение. Есть определенные технические вопросы, но, думаю, они могут быть преодолены. Мы не будем поступать со своими принципами, но дверь для возвращения приоткрылась. Окончательное решение, поедет или не поедет делегация РФ на июньскую сессию Ассамблеи, будут принимать Госдума и Совет Федерации при координации с МИД РФ и в зависимости от того, что будет на бюро и посткоме, добавил депутат. Теперь 23-24 мая Бюро и Постоянному комитету ПАСЕ предстоит принять регламентное решение о равноправии всех делегаций, внеся, таким образом, конкретику в соответствующую статью Устава Совета Европы.
В зависимости от этих решений и будут определены дальнейшая стратегия российской делегации в ПАСЕ и перспектива участия России в работе Совета Европы. Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.